Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Народный депутат Украины Анна Скороход на связи прямо сейчас. Анна, приветствую вас. Здравствуйте. Анна, начать я, конечно, хочу с вот этого абсолютно нового ключа, куда вывернулась и, в общем-то, этим ключом бьет по голове реальности. Вот после разговора Трампа и Путина. Причем мы еще не знаем, как все пройдет на встрече Зеленского и Путина, но пишут, что Зеленский был очень удивлен, что вообще этот разговор состоялся. Плюс вовсю и весь мир не обсуждает визит Зеленского к Трампу, томагавки. По-моему, вопрос окончательно закрыл лично Трамп, а обсуждают, как Путин доберется в Будапешт на встречу с Дональдом Фредовичем. Ситуация действительно похожа на какую-то развязку. Видите ли вы, что в Будапеште она может наступить? Смотрите, я рада тому, что все-таки у нас есть шанс переговорного процесса и мирного урегулирования, вот, потому что все-таки Европа настроена на длительную войну и готова ее финансировать за счет этих замороженных российских активов. Вот. Но при этом вот вчерашние события, как бы, да, они такой дают лучик надежды, лучик света на то, что все-таки весь этот ужас закончится. И дай бог в ближайшее время. Я не могу сказать, как Путин доберется, скорее всего, самолетом. Это мы все, все с вами узнаем и посмотрим. Вот, вряд ли он будет ехать машиной или поездом, да. Но то, что это будет тоже знаменательная встреча, и это событие, которое может быть преддверием трехсторонней встречи, которую нам еще анонсировали летом между Путиным, Зеленским и Трампом, это однозначно. Получается, что сегодняшняя встреча с Зеленским, она такая промежуточная. А такие надежды возлагались. И Ермак со Свириденко ездили по, ну, скажем так, оружейным заводам. И сам Зеленский тоже встречался с представителями Lockheed Martin. И вроде как, вот смотрите, все готовилось к тому, чтобы условно Трампа переманить на свою сторону. Почему не удалось, как вам кажется? И неужели были правы все те, ну, кто в том числе на моем канале говорили, что это все, ну, книжку открываете и читаете, как Трамп, собственно, сделок добивается. И это все игра и блеф. А Зеленский получился как инструмент этого блефа по урегулированию войны. Получится у Трампа или все-таки на Зеленского серьезнейшее влияние оказывают вот эти партнеры и не дадут свершиться переговорам? Смотрите, то, что Зеленского ведут бриты, это все знают, это ни для кого не секрет. И они ему вместе с Европой дают определенные гарантии, которых не дают США. Более того, мы должны понимать, и я это тоже неоднократно говорила, что Мага и Трамп не любят Зеленского и его компанию. Мягко говоря, они помнят все, что было сделано до, они помнят, начиная с буризма и предыдущих выборов, которые Трамп проиграл, и помнят эти выборы, когда наши власти приняли сторону демократов. А они такое, знаете, как, ну, может, на какое-то время и проглотили, но точно не простили. Вот, поэтому здесь не стоило ожидать, что Трамп вот так возьмет и поменяет свою политику. Более того, не всегда нужно слушать высказывания Трампа, нужно смотреть, какие конкретные действия происходят, и не только со стороны Трампа, а точнее и высказывания не только со стороны Трампа, но со стороны Венса, Венса, Рубио и Виткофа. Вот, потому что все-таки эти три человека непосредственно также принимают участие в процессе войны, и они влияют на мнение Трампа в принятии решений относительно Украины. Поэтому сказать, что сейчас Зеленский на все согласится у Трампа, я тоже в это не очень сильно верю. Хотя у них есть рычаги влияния. Но мы должны понимать, что Зеленский действует не самостоятельно, и что он все-таки действует в контексте с пожеланиями бритов и Евросоюза. Поэтому посмотрим. На самом деле это очень интересно, и я надеюсь, что все-таки, знаете, как
при всех возможных влияниях и с одной и с другой стороны, главное, чтобы мы перестали платить за большие политические игры жизнями украинцев. А Украина готова к завершению войны, как вам кажется? Вот сейчас много голосов раздаются, что, ну, кто-то пишет конец ноября, кто-то пишет до Рождества, говорит, кто-то вот до конца года, кто-то говорит, нет, ну, до конца года может нет, но вот к весне точно горячая фаза войны закончится. Кажется, по соцсетям, по, собственно, тому, чем наполняется внутриукраинский эфир, что абсолютно не готова Украина к миру. Да и вообще, он для них будет, для всех украинцев, которые внутри Украины, настоящим прям шоком. Хотя ровно о мире на фоне отключений света и прочих бед, ну, конечно, да, первое и самое главное — это гробы и похороны, да, вот такие частые, да, вот, казалось бы, своих там односельчан или там со двора людей. Ну, все хотят мира, но кажется, что не смогут его принять. Смотрите, все зависит от того, что вы имеете в виду под Украиной, под готовностью Украины. Я готова. Я думаю, вы тоже надеетесь на мир. Простые солдаты готовы. Простые люди, которые от этого страдают, они готовы. К этому не готовы только люди, которые зарабатывают на этом огромные деньги. К этому не готова власть, потому что ее ожидают выборы, а у нее не все так хорошо, и есть шансы, что она не переизберется, с чем она не готова смириться, да. И к этому не готовы многие люди, украинцы, которые живут за рубежом, и где страны Европы попросят их уехать домой. И то не всех, и то в малом количестве, но все равно оно есть. Поэтому вот это вот как бы разделение на ту Украину, которая готова и не готова. Но в общем, если мы говорим о простых людях, то они к этому готовы, они этого ждут, и они этому надеются. Вы говорите выборы. Так а из кого выбирать? Я думаю, что выборы будут одни из самых грязных, и кандидатов будет очень много. Поверьте, я вот сейчас даже наблюдаю, повилазять всі. Знаєте, і попередники, і нинішні, і нові воєнноначальники, и старые военноначальники, и все великие донаторы, сборщики донатов, и все великие волонтеры, вот, повылазят все, поверьте, и все будут настолько лить друг на друга грязь, что мы будем с вами только сидеть, попкорн есть и думать, так, началось, знаете, этот мультик, экшен, детский экшен. Поэтому, поверьте, будет из кого выбирать. Вопрос, насколько люди будут голосовать, думая, да, и относясь серьезно к своему выбору, потому что если у нас выборы будут снова за 3-5 тысяч гривен, поверьте, ни к чему хорошему это не приведет, и Украина еще больше утонет в поствоенных проблемах, чем мы сейчас имеем во время войны. А поверьте, поствоенные проблемы будут сумасшедшие. У нас огромная проблема с количеством оружия на руках. У нас огромные психологические проблемы. У нас проблемы уже с ветеранами, которые не могут интегрироваться назад в общество, которые не понимают происходящие процессы, которых государство не поддерживает должным образом, да, которые по большому счету кинуты на произвол судьбы. Хотя тут тоже нужно обязательно вспомнить, что достаточно большое количество программ для них сделано, но не все о них знают, многие раздражаются, не хотят заниматься документацией, многие просто не знают и как бы не интересуются. Но если посмотреть глобально, даже с учетом всех этих проблем, их достаточно тяжело реализовать. То есть это не вот так написал заявление, тебе дали денег или там тебе дали жилье, еще что-то. То есть тебе нужно пройти достаточно тяжелый процесс. А в этом процессе ветераны, у которых проблемы психологические, это не нужно отрицать, с этим нужно государству работать, вот, то здесь мы будем получать огромное количество проблем. Поверьте, у нас будет сумасшедший уровень криминогенной обстановки, у нас будут заказные убийства, у нас будут грабежи, у нас будет все что угодно.
Просто нужно понять то, что практически в каждой семье зарыто оружие. Вот, если как бы я иногда узнаю, там абсолютно простые люди, да, делятся со мной, что там где-то их родственник привез гранату, а кто-то закопал автомат во дворе, да, и считает, что это все правильно и нормально. Причем со словами я говорю, а зачем вам это? Мне говорят, ну а вдруг понадобится? Вот, то есть, а вдруг понадобится, вы же понимаете, какие могут быть последствия в поствоенной стране. Плюс разруха, плюс огромное социальное напряжение. Старики сейчас уже на грани. Вот. Мне стыдно наблюдать за тем, что они роются по мусоркам, и у них не хватает денег заплатить за продукты в магазине. То есть, знаете, сказать, что у следующей власти будет все замечательно, легко и просто, нет. Но при этом мы должны понимать, что очень многие военные, которые себя считают большими военачальниками, вот, и которые по большому счету к фронту не имели никакого отношения, но очень красиво собирали поборы с наших военных, они тоже пойдут во власть. И они к этому очень плотно готовятся, собираются. И у многих из них есть свои персональные армии, вот, которые тоже будут использоваться. И поверьте, манипуляций будет много, и давления будет много. И здесь вопрос силы духа и общей силы человека, который придет к власти. Ну, пока говорят Залужный, да, пойдет Залужный, причем и Залужный, и Буданов обыгрывают во втором туре, ну так моделируя эти выборы. Но Мгм. я хотел бы вот о чем с вами поговорить. А Зеленский, ну его как бы перевернется страничка истории, и его как бы смоет, и о нем все забудут, или, ну, он сделал так, что, в общем, будут догонять, если он сам не пойдет и эту власть условно себе не продлит. Вы обращали внимание на нашу историю, что у нас каждый новый президент пытается догнать предыдущего, вот, и это такая игра в догонялки, да, но при этом никто никого до сих пор не догнал. У нас все только об этом красиво разговаривают и как бы красиво говорят. Смотрите, Зеленский однозначно тоже пойдет на следующий срок. И уже от людей и от их понимания и удовлетворения того, что мы имеем, будет зависеть, переизберется он или не переизберется. Вот, по большому счету Запад будет работать с любой властью, которая будет легитимна, которая изберется путем выборов. Как эти выборы пройдут, ну тут тоже вопрос. Мы же все наблюдаем за выборами в разных странах Европы, где глобалисты меряются с антиглобалистами. Да, где-то одни проигрывают, другие выигрывают, где-то наоборот. И Украина точно так же это интересная страна, где и та, и другая глобальная политическая система хочет превалировать, хочет править. Поэтому будут тяжелые выборы. И к чему мы придем, увидим с вами дальше. Здесь тяжело прогнозировать. Вы пойдете на выборы? Думаю, что да. В каком статусе, куда, пока что не знаю. Я вам скажу, что самое сложное – это команда. Это самая сложная задача, с которой я когда-либо сталкивалась. Вот, очень мало профессиональных людей, либо большое количество профессиональных людей не хотят идти в политику и говорят, что зачем нам политика, если мы успешны в бизнесе. Вот, знаете, это большая тяжелая задача, с которой я пока справиться не могу. Справлюсь, есть вариант, как говорится, завести нормальных людей и профессиональную политическую силу в парламент. Но ничего загадывать не могу. Это все, знаете, как вилами по воде писано. Еще непонятно, чем все закончится и как все закончится. Ну, я так понимаю, что все настроены на выборы одновременно и парламента, и президента, или есть нюанс? Сначала президента, потом парламента, или наоборот? Ну, по Конституции сначала президент, потом парламент и местное. Совместить можно парламентские и местные, но президентские и парламентские нет.
Ну, я вам тоже так скажу. Закон как дышло, как повернул, туда и вышло. Если понадобится что-то изменить, изменят. Это же страна возможностей. Это точно. Как вы относитесь к тому, как сбили Труханова, как позабирали ковры из его кабинета, ну, выселили фактически, хотя он говорит, что я считаю себя до сих пор мэром, завели туда лысака и сделал это на представлении, собственно, ну, там представитель офиса президента и губернатор, глава областной администрации, Кипер, который вышел и вот прям как вот есть такое выражение про Божью росу и глаза. Вот это вот прям оно. Когда выходит Кипер и говорит, так слушайте, да, да, говорит, у меня жена россиянка, но в 22-м году она отказалась от российского паспорта. И Труханов, который пострадал из-за фотошопа условно или искусственного интеллекта, где паспорт россиянки переделали в его, подложили в материалы дела, который сейчас ходит, доказывает, что он не верблюд, и будет очень долго судиться с Зеленским, отменяя его указ. Я вам больше скажу, он будет судиться до выборов, вот, и ничего не высудит, потому что у нас полностью контролируемая судебная система, и, скорее всего, в итоге он пойдет в ЕСПЧ. Вообще, если говорить о Труханове, я скажу, что я его лично не знаю, и ничего хорошего я о нем не слышала. Поэтому комментировать его деятельность я не буду, и вступать за его защиту я не буду, как политика. Я посмотрю на это с другой стороны. Это грязные, глобальные, антиконституционные, антизаконные игры, на фоне подготовки выборов в том числе, потому что мы прекрасно знаем, что просто давайте будем считать. Да? Вот я люблю цифры. У нас Одесская область – это 11 округов. Вот из 11 округов избирательных 4 находятся непосредственно в Одессе. То есть вы понимаете количество населения и количество электората, который там проживает. Для примера мы берем Черновицкую область. Да? Вся Черновецкая область – это 4 округа. То есть это просто банальные цифры. Мы прекрасно знаем, что админ-ресурс, он всегда срабатывает. Пускай он не срабатывает на огромный процент, но он срабатывает на 15-20% всегда. Потому что все, кто у власти, они априори автоматически получают проходной процент в дальнейший парламент. Вот. Плюс мы прекрасно знаем, что такое админ-ресурс. Мы все видим, что Зеленский и компания полностью контролируют суды, полностью контролируют правоохранительную систему, которая играет немаловажную роль, в том числе в избирательном процессе. Более того, я боюсь, что с Труханова начали, но Труханов не первый, точнее Труханов первый, но не последний. Я думаю, что нас ожидает еще ряд либо по 111 у нас СБУ любит в последнее время работать, либо у кого-то еще нарисуют российский паспорт. Вот, кстати, интересно, у них израильские паспорта, мы когда-то их увидим, или это так, наша мечта? Вот, может, у кого-то еще есть какие-то паспорта, еще каких-то стран. Нет, ну так криминал же это когда российский. Вот если есть российский, это все, вражина. А те вроде как мультигражданство, дружественное, полудружественное, все хорошо. Смотрите, что мы все кричим, я посмотрю с другой стороны, мы все кричим, что Крым наш, все кричим, что Донбасс наш. Вы понимаете, что там люди были вынуждены получить российские паспорта? И они их получали не потому, что они хотели, а потому, что у них не было выхода. И сейчас, когда они выезжают в Украину, да, и выбрали с 22 года Украину, они перестали быть украинцами? Нет. Мы же сами их зовем, мы же сами говорим, приезжайте. Мы сами говорим, что мы вас защитим. А что здесь получается тогда? Я не защищаю Труханова, я не защищаю российские паспорта, я считаю, что это предательство. Но есть и другая сторона этой медали. Есть сторона медали, когда эти паспорта получали многие граждане Украины абсолютно принудительным путем. И здесь нужно менять позицию. Ко мне приходит огромное количество обращений о том, что
ребята, у которых военнослужащие, у которых на оккупированной, деоккупированной территории находятся, проживают родственники, либо в РФ или Беларуси проживают родственники, они не могут обіймати, занимать определенные должности в военной сфере, потому что они не проходят внутреннюю безопасность. А почему у нас тогда двойные стандарты? У нас Сырский возглавляет ЗСУ, имея близких родственников в РФ. Почему у нас одним можно, а другим нельзя? Почему у нас отношение к людям, которые приехали с Донбасса, да, которые приехали с оккупированных, деоккупированных территорий, из Крыма, почему их не берут на государственную службу? Почему у них проблемы с тем, чтобы устроиться на работу? Да, они были вынуждены получить российские паспорта, но они же отказались от этого, они же ими не пользуются, они же выбрали Украину, так и относитесь к ним как к украинцам. Вы не можете поделить украинцев на, знаете, хороших и плохих, на тем, кому можно и тем, кому нельзя. Мы тоже виноваты в том, что они были вынуждены получить эти паспорта. Понимаете? И обратите внимание, какое количество переселенцев из-за отсутствия нормальной поддержки возвращается на оккупированные территории, потому что им Украина ничего не дает. Это вопросы к власти, это вопросы ко всем, и эти вопросы нужно решать. Мы должны сделать такую поддержку для тех людей, которые выбирают Украину, чтобы они чувствовали себя здесь нужными, чтобы они чувствовали себя людьми и чтобы они не уезжали туда назад. Мы наоборот должны публично показывать, что мы знаем, у вас была проблема, вы получили российский паспорт, но вот вы гражданин Украины, мы вас поддерживаем, и ваш российский паспорт аннулирован, там не аннулирован, вы все равно из него как бы все отказываются от них. Это нормальная политическая система, если вы хотите удержать людей рядом с собой. Это если в контексте вообще. Кстати, еще вот интересная история. Очень много россиян и белорусов, они воюют на нашей стороне. У нас есть целое подразделение. И сколько лет мы пытаемся решить их вопрос с гражданством, либо сколько лет мы пытаемся и пишем письма на президента, и на миграционную службу, и пытаемся как-то помочь, чтобы их семьи, которые... Они же не могут туда вернуться, их либо посадят, либо убьют. Тут два варианта, да? Но при этом эти люди не получают от Украины ни гражданства, никакой поддержки. Ну, то есть Ну, вы призываете всех быть на вашей стороне, это же не и при Невзоров, этом вы Анна, говорите, что ну... они враги. Но это неправильно, так не работает. Но вы должны придерживаться какой-то одной человеческой позиции. А если у вас позиция одним можно, другим нельзя, то, ну, извините, пожалуйста. Ну, а если смотреть в контексте Труханова, то давайте вернемся, да, к этому вопросу, то это вопрос влияния и вопрос подготовки к выборам, и вопрос к тому, что местное самоуправление, многие мэры крупных городов, они имеют внутри, как говорится, кто бы что ни говорил, влияние на людей и на сферы быта и так далее. Вот когда их там нет, да, если тебя там нет, то это все можно подгребсти под себя. И по большому счету это абсолютная антиконституционная, антизаконная узурпация власти, узурпация местного самоуправления и контроль всего местного самоуправления от начала до конца и заканчивая судебными и правоохранительными органами. Ну, смотрите, тут тоже такой момент. У нас же привыкли снимать вершки, да, сливки снимать. А это еще и большая ответственность. Ну, сейчас очень тяжелое время для Украины. Выбиваются подстанции, газодобыча, логистика, имеется в виду поезда. Холодно, голодно и темно наступает, да, с приходом зимы. И получается, вот, например, Зеленский же это все выставил по каким соусам? Надо защитить Одессу. Ну так люди, одесситы, посмотрят, как ты ее защитишь. Всегда же можно было спихнуть на мэра, ну, как он это любит делать в Киеве, да, прилетело в 2 ТЭЦ. Кто? Кличко виноват. А, говорит, Кличко говорит, вот у меня денежка есть, моя киевская из бюджета, я иду к Генштабу, там, говорю, Генштаб, вот давайте. Они говорят, надо сюда, сюда, сюда. Все, как бы, взятки гладкие.
но все равно Кличко виноват. То есть теряется вот этот элемент канализации, что это вот туда негатив, туда мы сливаем, туда вот это вот мэры. Нет, придется отвечать за ситуацию, в том числе в таком противоречивом регионе, конкретно Зеленскому. Противоречивым имеется в виду по настроениям, потому что люди вообще все по стране устали, да? Ну и одесситы, которых вот это кошмарят там переименовываниями, сносами, активистами, ТЦКшниками, в общем, это ведь вы понимаете, о чем, скажем так, к чему может привести. Такой достаточно опрометчивый ход. Или все-таки понятно Зеленскому, что Одесса никуда не денется, власть у него как бы останется никуда не денется, поэтому надо по-быстрому собрать все самые жирные куски по стране. Я еще раз вернусь к цифрам, еще раз вернусь к тому, что в Одесской области 11 округов. И одно дело, когда ты их контролируешь административно, да, а другое дело, когда у тебя там есть нелояльный к тебе мэр, да, который тебе неудобен, который тебя не слушает, еще и периодически по тебе ездит, вот, то здесь другое. Если мы говорим о защите, а почему не защитить Сумы, почему не защитить Днепр, почему не защитить Харьков? И мы можем огромное количество городов привести, да. Относительно защиты энергообъектов, ну, как бы у нас же есть целая агенция для этого, у нас есть целое министерство для этого, и, может быть, вы помните огромные скандалы с Кубраковым и Наемом, которые защищали энергообъекты за миллиарды долларов и никак их не защитили. Более того, вот легкие примеры, да, Чернигов, где разбили две подстанции огромнейшие. И причем так разбили, что они не подлежат восстановлению. И мы смотрим на контракты, которые заключались на постройку фортификаций и защитных объектов по отношению к этим энергообъектам. Ну, чтобы вы понимали, деньги заплачены неоднократно, но прием работ каждый год переносится. Ну, то есть мы с вами заключили договор на постройку фортификаций, договорились, что вы их сдадите через полгода, а вы каждые полгода продлеваете эту сдачу еще на полгода. Но деньги потрачены, фортификаций нет, энергообъекты полностью уничтожены. Кто всрась? Невистка, понимаете? Вот у нас будут виноваты все, кроме тех, кто действительно за это отвечает. Поэтому я считаю, что все-таки здесь нужно смотреть с другой стороны. Слив негатива– это хорошо, но люди же тоже не совсем дураки, правда? Анна, ну давайте так. Вот тут же какой момент сейчас специфический. Ваши коллеги, депутаты тоже со «Слуги народа», ну вот они намерены на следующей неделе продлевать военное положение в 17-й раз. Они, собственно, кроме там своих предчувствий, что война скоро закончится, да, они же еще и другие вещи говорят о том, что будем воевать там до конца, что там вот это все, уклонистов надо наказывать. Сейчас вообще, конечно, ужас, что происходит по стране, и я бы хотел, чтобы вы отдельно прокомментировали ситуацию в Тернополе. Третья штурмовая, значит, нужны, оказывается, ТЦКшникам волонтеры с фронта. Да? Этими волонтерами в Тернополе стали представители третьей штурмовой, и они, в общем, издевались над теми, кого бусифицировали. То есть, если там просто хотя бы бусифицируют, бьют, засовывают бус и как бы тебя отправляют, ну, к этому злу мы привыкли, то там прям издевательство. Там прям-то обливали мужиков, заставляли бегать вокруг машины. То есть, кошмар, что происходило. Это все показательно на камеру как бы задержали, скрутили, связали. И, ну, мол, как бы уже и ТЦКшники не такие злые, такие хорошие. Хотя, если так разобраться, это же кошмар. То есть мы говорим о том, что придут ребята с фронта, вот они наведут порядок, справедливость, а всей стране этим случаем показали, что придут люди, которые будут еще хуже, чем ТЦКшники, относиться к гражданскому населению. Что вы думаете по этому поводу? Что это за инцидент? Смотрите, про историю еще до полномасштабной войны
по действиям Азова, который сейчас является частью, ну да, он же разделился на Азов, Нацгвардию, третью штурмовую, по Днепр-1, там по различным там фан-клубам, да, футбольным и так далее, мы все с вами слышали, видели и наблюдали, что они творили и насколько это все оставалось безнаказанно. Вот, потому что контролировались они правоохранительными органами, большими, как говорится, влиятельными людьми в нашей стране. Но мы же понимаем, что эти люди, они же никуда не делись, они точно так же теперь управляют различными бригадами, в нашем случае полком, можно сказать полками, если посмотреть внимательнее, кто где стоит в управлениях. Вот. И я ничуть не хочу преуменьшить их значение на фронте, потому что это действительно сильные боевые подразделения. Но давайте не забывать, что помимо хороших вояк, они еще и у нас умеют незаконно зарабатывать деньги, да? Потому что они привыкли они не привыкли работать, они привыкли, что можно отнять, и тебе за это ничего не будет. Вот тут же то же самое, да? Они озлобленные. Нужно понимать, что, хотя, еще раз повторюсь, ничуть не преуменьшаю их значение на фронте, они действительно делают колоссальнейшую работу, и благодаря им мы до сих пор выстояли. Вот. Но при этом есть другая сторона медали, которая у нас непопулярная, да, и за которую могут пристрелить просто на улице, вот, потому что, ну, кому-то не нравится, а они с оружием. Я вам больше скажу, ко мне приходили, поступали заявления, что в Тернополе, непосредственно в Тернополе, третья штурмовая окружала там различные заведения и бусифицировала людей для себя, ну как бы выполняли работников ТЦК для того, чтобы наполнить свой полк. Я тогда конкретного подтверждения этому не нашла, но действительно ко мне несколько таких обращений было. Вот. При этом хочу сказать, что третья штурмовая одно из самых сильных подразделений с шикарной организацией, с своеобразной дисциплиной. Вот. Но при этом у них самая лучшая патронатная служба, если говорить про орг-вопросы. Да? Ну вот, то есть мы пришли к тому, что у нас у военных не просто индульгенция, а полная индульгенция. И учитывая то, что наш президент, которого они выбирали, Андрей Ермак, считает, что Белецкий его человек, что, как это сказать, есть еще люди, которые считают, да, там Ренат Леонидович считает, что Белецкий его человек, и еще ряд достаточно влиятельных и высокопоставленных людей считают, что Белецкий их человек. Но Белецкий – это человек Белецкого. Вот, это почему-то никто не учитывает, да, и мы должны тоже понимать, что такие большие подразделения, они точно так же готовятся к выборам, и они точно так же будут принимать в них участие, но у них, в отличие от других, будет приоритет своя армия, которая будет выполнять любые задачи. Получается, что вы не верите, что договорятся о демилитаризации, сокращении там, армии, или это как бы будет нечто подобное, как вот, да, был корпус там третий штурмовой, а потом раз и большая охранная фирма, например, ну из тех же, или Азов, вы же помните, да, то есть национальный корпус, они же постоянно они реорганизовались, и в принципе вот и сейчас тоже мы это видим. Потому что тут такой момент. Нам нечем содержать вот эту большую армию. И когда вот это вот, я, конечно, жутко меня это умиляет, когда говорят, надо, чтобы дети там на уроках труда дроны скручивали, да, там на алгебре, геометрии, баллистику изучали, ну вот эти все вещи. Так а кто за это будет платить? За общество, которое там в керзовых сапогах и в... Ну, сейчас не керзовые сапоги, за общество в тактических робах.
Относительно содержания большой армии. Я думаю, что армия будет сокращена, потому что она просто не будет, точнее, не будет такой необходимости в таких размерах, в которых она есть сейчас. Но у нас будет огромное количество людей, которые не смогут интегрироваться назад в общество, которые привыкли воевать. Для них война – это уже способ и стиль жизни. Для того, чтобы они не приносили больших проблем и разрушений в государстве, нам нужно рассмотреть вариант частных военных компаний, а также направление этих ребят для работы инструкторами, либо принятия участия в различных международных, как говорится, компаниях, вот, как частные военные компании, либо как обучающий персонал для стран НАТО. Потому что, ну, извините, но страны НАТО вообще до конца не понимают, что такое война. Относительно демилитаризации и сокращения армии смогут ли договориться, я сомневаюсь, что смогут договориться. Вот. Какие-то цифры, конечно, будут, но в общем мы должны понимать, что для того, чтобы у нас не было повторения Будапештского меморандума, у Украины должна быть сильная армия. Потому что мы можем надеяться на кого угодно, на любых западных партнеров, но мы все увидели, воевать будут украинцами до последнего украинца. Относительно уроков. Я не считаю, что плохо, чтобы у нас были уроки для детей, как были у меня, и я думаю, как были у вас. Может, вы помните, в школе был предмет ДПЮ, где мы бегали в противогазах, бросали гранаты, учили АК, складывали, раскладывали, учили какие-то еще там различные системы. Я помню, и артиллерийские снаряды мы учили, и технику учили. Это было в наших школах. Ну, я думаю, вы тоже это все проходили. Вот поэтому я не считаю плохим, чтобы такие уроки были в школе. Все-таки лучше знать и быть готовым, чем не знать и быть не готовым. Еще раз повторюсь, что в любом случае любое мирное соглашение, за него ответственность все равно в итоге будем нести мы. Вот. Не-не-не, подождите, не мы. Ну, что значит мы? Потому что никто, мы сейчас увидели по Будапештскому меморандуму, что его не выполнили. Хотя его в Кто? том числе подписывали США. Нет, стойте, подождите. Вот здесь очень важный момент. Вы сейчас, как народный депутат, опять получается народ, да? А кто спросил народ о том, чтобы нарушить Будапештский меморандум и вписать в Конституцию стремление в НАТО? Потому что в Будапештском меморандуме предусматривалась как раз-таки нейтральная Украина и нейтралитет, внеблоковость. Никто не Смотрите, спрашивал народ. Смотрите, от того, что у нас в Конституции вписали НАТО, это не значит, что мы в НАТО. Более того, нам четко сказали очень много раз, что в НАТО нас не будет. Особенно учитывая то, что мы в войне. И нам предлагают любые альтернативные варианты, но только не это. И давайте будем откровенными. То, что у нас вписано в Конституцию и чего по факту нету, это не, ну, не мы же напали на Россию, правда? Это же Россия развязала войну. Я думаю, вы здесь со мной точно согласитесь. Поэтому я говорю вам к тому, и я говорю о том, что какой бы ни был подписан мирный договор, мирное соглашение, мы всегда должны быть готовы к тому, что наши западные партнеры или не западные партнеры, или кто там будет выступать гарантом, возможно, будут задействованы еще другие страны, что мы всегда должны быть готовы к тому, что нас кинут. Вот и все. Это большая мировая глобальная политика. Все друг друга кидают. Вот. Но мы должны всегда обеспечить себя какими-то собственными гарантиями безопасности и понимать, что ничего плохого в ДПЮ, которое было у нас в школе, преподавания его сейчас в школе, нет. Ну, Я к смотрите, этому. тут же речь-то не ДПЮ. Это, кстати, Азовец вот это рассказывал. Тут же вопрос, чтобы дроны собирали дети на уроках Ну, ДПЮ. смотрите, у нас же сейчас другая уже война, правда?
Ну, сейчас же уже никто, ну, вспомните, когда мы учились в школе, да, мы изучали ту технику, которая была актуальна на тот период времени. Сейчас эта техника уже не актуальна, у нас актуальны дроны. Потому что сейчас дроновая война, у нас позиционная дроновая война, у нас не везде даже можно применять артиллерию, потому что дроны бьют на 30-50 километров вглубь. А артиллерия в своем большинстве работает от 15 до 20, но некоторые до 30 километров. То есть у нас очень часто артиллерию можно разбить, которая, кстати, стоит сумасшедших денег, ее можно разбить несколькими дронами за пару тысяч долларов. И все. То есть здесь это обучение дронам, это из-за смены вообще технологии ведения войны. В наше время мы изучали то, что было актуально Смотрите, тогда. В это время это уже не актуально. вы как бы сейчас применяете такой ход, вы прекрасно понимаете, о чем говорил вот этот Гаврилишин, по-моему, да, вот этот из рекрутингового центра. И это не обучение дронам, это не ДПЮ, это конкретно, как было вот в Советском Союзе во время Второй мировой Великой Отечественной войны, когда брали школоту и становили на конвейер. И давай, мол, даешь там снаряды, клепали вот эти старшеклассники и среднеклассники 8-9 лет. Это ровно то, что называют сейчас Гитлер-Югент, когда выходит, простите, Ярославский и говорит: так, значит, давайте с 16 до там, лет у нас есть, в принципе, нормальные ребята, которых мы научим, и они будут такие штурмовики. Здесь вопрос, понимаете, в чем возмущение? Возмущение в том, что никто не рисует, как хорошо будет мирно жить, понимаете? Во время вот достижения, достижения окончания Смотрите, горячей фазой. Никто не говорит. Все смотрите. говорят, все будут ходить в однострое, все возьмут автомат, научатся крутить дроны, и ваши дети, всех, кто сейчас жив и взрослых, должны пройти вот этот путь. Вот это какой-то А цирк, кто вам такое понимаете? говорит? Мне кажется, вы чуть-чуть перекручиваете. Более того, точнее, любой плохой мир всегда лучше хорошей войны. Никто не собирает детей, никто не ставит их за станки, но никто не говорит, что мы сейчас все будем ходить маршем, строем и учиться собирать дроны. Ну, познакомиться, мы же учимся, не знаю, шить в школе. Мы же учили автомат Калашникова в школе. Это же не значит, что нас потом поставили на станок, и мы делали автоматы Калашникова или ходили строем с автоматами Калашникова. Вот. Ну, а если это видят какие-то военнослужащие в такой форме, как вы говорите, вам тогда стоит им задать вопрос, потому что я в такой форме этого не вижу. И я вижу это в форме того, что у нас будет преподавание такое же по типу, но в современных реалиях, которые проходили мы с вами в школе. Вот и все. И я не говорю, что мы должны кого-то собрать, или мы должны из всех детей сделать солдатиков, которые потом в любой момент куда-то побегут. Нет. Но ты должен знать элементарные основы военного дела для того, чтобы просто хотя бы элементарно быть в курсе происходящего, а не хлопать глазами, и когда тебе какую-то лапшу на уши вешают. Вот и все. Поэтому не надо тут перекручивать. Ну, смотрите, перекручивать, не перекручивать, но у нас такая повестка сейчас. Выходят барбершопные военные, выходят разные раздающие интервью. И, кстати, некоторые народные депутаты тоже о том, что вот дальше будет еще хуже, поэтому, в общем, новый Израиль, да, вот это. Сначала говорят, Смотрите, новый Израиль, потом, да нет, мы будем как Азербайджан, мы так лет на 20 там затихаримся, и потом нанесем вот этот удар и заберем назад свои территории. Поэтому готовьтесь, учите, в общем, все будут воевать. Ну, вот такая же риторика. А никто не выйдет и не скажет людям: бабушке, пенсионерке, если у нее условно там что случится, ее довезут до больницы. Да, больница не будет переполнена там в районах каких-то, не будем называть, прилегающих райцентрах к воюющим областям, да, все будет нормально, пенсию будут платить, все будет хорошо. Там человек, который школьник, он получит правильное образование, без вот этих перегибов идиотских в духе там разного рода повесток. Его не будут на уроке там хором заставлять петь песню «Батька наш Бандера», например. Ну и прочие же смотрите. вещи.
вы всех гребете под одну гребенку. Это неправильно. Более того, у меня свое видение этого всего, да, и я с вами этим делюсь. И я тоже не разделяю петь песни о Бандере или всех выстраивать, как вы говорите, станочников, да, делать из них, которые будут собирать оружие или ходить строем. Поэтому не надо говорить, что вот такая повестка у всех. Нет, она не у всех. Я повторюсь, любой плохой мир лучше, чем хорошая война. А то, что говорят коллеги, пускай их дети, пускай они сами, пускай их родственники идут на фронт и воюют до последнего. Потому что я прекрасно знаю, что происходит на кладбищах, я прекрасно знаю, какие есть проблемы, я это все вижу, я с этим работаю каждый день, я с этим сталкиваюсь каждый день. И знаете, как говорится, нужно хорошо учить историю, потому что у нас в последнее время историю либо перекручивают, либо ее плохо учат. И мы наступаем каждый раз на одни и те же грабли. Может быть, пора подумать о хорошем образовании, может быть, пора подумать даже об образовании уже взрослых людей, потому что у нас абсолютная экономическая безграмотность, у нас абсолютная юридическая безграмотность. Люди не понимают, кто за что отвечает, у кого какие полномочия, у кого какие права, у кого какие обязанности. И это касается не только военных вопросов. Я не буду комментировать барбершопных военных, потому что я сама таких очень многих знаю, но я точно так же общаюсь с нормальными ребятами, с нормальными военными, с нормальными командирами, которые мне по пальцам объясняют, показывают, рассказывают, аргументируют, почему так, а не вот так, почему такая позиция здесь, а не вот такая позиция, какие сейчас есть опасности, какие новые технологии, как все работает на линии фронта. Оно чуть-чуть по-другому, чем нам видится и рассказывается. Если кто-то не понимает в этом, да, вот, например, как я еду на фронт, я смотрю своими глазами, и после этого я могу сделать выводы. Просто кого-то послушать и сказать, что он классный парень, и мы будем делать так, как он сказал, нет, потому что все нужно считать, все нужно рассчитывать и все нужно смотреть. Но я вам так скажу, если вам кто-то обещает в поствоенный период, что все сейчас Україна розквітне і ми заживемо в вільному, цивілізованому, демократичному світі, это все чушь и ложь, потому что восстановить экономику, восстановить социальные гарантии, восстановить даже элементарно права человеческие, на это потребуется огромный ресурс, и на это потребуется огромное количество времени и работы, потому что на сегодняшний день у нас положили все. Я вам скажу, вы говорите про больницы, у меня вот недавно был случай, когда у моих родственников, да, в Кировоградской области у моей сестры, у нее инсульт у матери второй, а ее не принимают в больницу, потому что у них нету мест. И приходится втягивать в это министра здравоохранения. Кстати, большое ему спасибо за помощь и спасибо, что реагирует на очень многие факты и меняет в системе. Очень много работает, кстати, по больницам, по регионам. За это ему большое уважение. Вот, но это ненормально. Что делать? Это я могу позвонить министру, а что делать другим людям? Почему у нас нету элементарных каких-то гарантий, да, выживания? Я не говорю о чем-то великом. Над этим нужно работать. Но еще раз повторюсь, если вам кто-то обещает золотые горы в поствоенный период, с учетом того, какое количество у нас ветеранов на сейчас, какое количество у нас ветеранов вернется, какое количество у нас оружия в каждом доме, какое у нас напряжение с экономикой, какая у нас разобранная энергетическая система, это все иллюзия, это все займет время, много денег и ресурсов для восстановления. Поэтому не ведитесь на это вам только могут рассказывать, знаете, профаны и люди, которые ничего в этом не разбираются, и просто им очень нужно дорваться до потоков. Вот и все. Либо остаться при них. Ну, так получается, что 10 миллионов индусов, пакистанцев, о которых там Милованов говорит, это неизбежность? Смотрите, Милованов и вся его, извините, шобла, вот то, Школа экономики.
Да, школа экономики. Вот пускай они при своих как бы вещах остаются. У меня вопрос: если мы готовимся к огромной миграции, да, и нам навязывают повестку глобалистов, то за что умирают наши ребята? За Ну, повестку глобалистов. чтобы, чтобы потом здесь, на этой земле, проживали индусы, пакистанцы, нормально себя чувствовали и нормально здесь размножались, а нас сколько останется? Пшик? Ну, поэтому мы с вами и говорим каждый день, что нужно заканчивать войну, что нужно мирное урегулирование, что этот бред нужно срочно закончить, и что лучше, повторюсь, плохой мир, чем хорошая война. А, Анна Скороход была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Что думаете? Ближе мы станем к миру после Будапешта 2.0. А самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.